Всем привет! В ролике покажу, какие расходники подлежат замене на RAV4 третьего поколения согласно регламента при пробеге 100 тысяч километров. Увидите, что я купил, сколько это стоило мне осенью 2021 года и сколько это же стоит сегодня в конце 2022. Ну, во-первых, на соточке подлежат замене свечи зажигания. Причем, заметьте, ребята, это первая замена с момента начала эксплуатации. Ну и на них я, в общем-то, решил не экономить и купил оригинальные свечи. Думаю, что раз уж в 100 тысяч можно и потратиться на родные хорошие свечи. Ну и значит, по каталогу я заказал и купил вот эти иридиевые свечи. Denso SK20R11. Вот так они выглядят. На них имеется набивочка на металлической части Assembled in the US with Foreign Continent. Цена одной такой свечи на сентябрь 2021 года была 1061 рубль. Сегодня же на популярном агрегаторе автозапчастей такая же точно свеча стоит 1458 рублей. Ну а в следующем видосе я покажу, какие свечи стояли в RAV4 третьего поколения прямо с завода. Посмотрим их состояние после 100 тысяч километров. Свечи я не менял со дня покупки машины в салоне Toyota. Далее масляный фильтр. Я хотел сначала купить также оригинальный, так и сделал, но на следующий день менеджер сделал мне отмену и сообщил, что доставка оригинала невозможна. И мне пришлось заказать вот такой фильтр Denso. Есть контролька. Вроде на первый взгляд неплохой такой фильтр. Я посветил внутрь фонариком. Сделано все вроде как аккуратно. Ну и по прошествии года я могу сказать, что проблем с ним никаких не возникло. Цена фильтра в сентябре 2021 года 516 рублей. Сегодня те же 516 рублей. То есть стоимость не изменилась вообще. Возможно, еще есть на складе товар, везенный по старым контрактам. Так, теперь салонный фильтр. Он у меня также не оригинал. В этот раз я решил попробовать поставить угольный фильтр. Оригинальный стоит очень дорого, поэтому тут я решил слегка сэкономить. И заказал и купил мановский фильтр. Ну а что, проверенная в принципе фирма. Посмотрим, в чем отличие простого фильтра от угольного. Ставлю такой первый раз. Цена салонника в сентябре 2021 года 550 рублей. Сегодня она составляет 1490 рублей. Менять фильтр салона очень просто. Главное знать, как до него добраться. Обычно эту операцию я провожу самостоятельно. Ну и как-нибудь покажу, где он находится в RAV4 и как его правильно заменить. Кроме того, под замену идут жидкости. Ну, моторное масло, естественно. Купил 5 литров Castrol Magnatec синтетика. Эти 5 литров мне обошлись в 2591 рубль. Но сегодня такая канистра обойдется вам в 6249 рублей. А также тормозная жидкость Castrol DOT 4 за 608 рублей я купил в 2021 году. Ну а современная цена 1655 рублей. Ну, таким образом, общая стоимость расходных материалов при ТО 100 тысяч в 2021 году составила 8509 рублей. И если бы я ездил еще меньше, и это ТО проходил бы сегодня, то заплатил бы, на минуточку, 15 742 рубля. Но это еще не все, ребята. Кроме расходников, которые подлежат обязательной замене, на сотне обязательно надо проверить и некоторые другие узлы и агрегаты, и при необходимости заменить их. При осмотре машины в мастерской я узнал, что надо прям срочно менять ремень ГРМ и задние диски с колодками. Ну, к слову сказать, ремень и диски покупал не я доверил это мастеру. Но могу сказать, что отдал за ремень, диски, тормозные колодки и работу по замене всего этого добра 8000 рублей.
Кроме того, под замену рекомендовано было приобрести новую среднюю банку глушителя, так как подваривать старую уже не было смысла. Я купил польский глушитель Феррос за 6179 рублей. Сегодня он стоит 9490 рублей. И это еще не все. На сотне я решил заменить топливный фильтр, который, согласно регламенту, подлежит замене на 80 тысячах. Но об этом я расскажу в следующем видео. Вот с такими результатами я подошел с Рафиком к сотне пробега. С заменой глушителя и задних дисков, кстати, можно было бы избежать, если бы я ездил почаще в зимний период. Хранение машины у меня уличное, ну вот и попал я еще и на эти расходы. Ну конечно, теоретически я никогда и не сомневался в качестве японского автопрома, но в данном случае теорию подтвердила практика владения Рафиком. Просто с момента покупки автомобиля в салоне Toyota, проехав 100 тысяч, я столкнулся только с двумя поломками. Потек сальник заднего дифференциала и однажды перегорела лампочка переднего габаритного огня. И то сальник, наверное, можно было бы даже сохранить, если бы я однажды не вытаскивал застрявшую Камри из сугроба весной. Всем удачи на дорогах!